Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. «Не смотрите на меня так, Лина», — сказал господин Эдвард и захлопнул дверцу шкафа, так что дрогнули стекла. «Я не мальчик, и в нравоучениях ваших не нуждаюсь». Я стояла у окна, сложив руки на переднике, и глядела на него именно так, как он сказал, без страха и без почтительности, которую он, как ему казалось, имел право требовать от каждой женщины в доме, от покойной матушки до последней посудомойки. Снаружи на Липовой аллее кричали грачи, на дворе у каретного сарая кто-то бранился с кучером, в доме пахло кофе, сыростью, ковров и тем особенным запахом тревоги, который появляется, когда люди уже понимают, что завтра будет хуже, чем сегодня, но все еще делают вид, будто все под контролем. «Вы не мальчик», — сказала я, — «вы хуже». Он резко обернулся. Красивый, когда молчит. Высокий, тонкий в кости, как отец. На нем был сюртук цвета молодой вишни, слишком яркий для утра и слишком дорогой для человека, который вчера велел подать залог на западное поле. «Что вы себе позволяете?» «То, чего никто в этом доме больше себе не позволяет. Говорю вам правду». Он подошел ближе. Глаза у него были светлые, злые. От него пахло духами, вином и чем-то еще. Пустотой, наверное. Если бы пустота имела запах, она бы пахла именно так. «Вы забываетесь», — тихо сказал он. «Вы всего лишь служащая». «А вы всего лишь сын покойной госпожи, не хозяин, и уж точно не человек, который имеет право распродавать дом по кускам, пока ваш отец еще дышит», — договорила я. Он побледнел. «Отец ничего не решает». «Вот именно. А должен был бы». Он шагнул ко мне почти вплотную. «Не смейте судить о нашей семье». «А кто мне запретит? Вы?» Я кивнула на стол. «Это ваши расписки? Или опять чужие? Сколько вы проиграли на этот раз?» «Вы рылись в моих бумагах?» «Я спасала дом от вас». Он стиснул зубы. Я увидела, как на виске у него дернулась жилка. «Вы забыли свое место, Лина». «Нет, господин Эдвард, это вы забыли, где вы живете. Здесь не игорный зал и не гостиная ваших приятелей. Это дом. И если вы продадите еще хоть кусок земли без согласия барина, завтра на кухне нечем будет топить печь, а через месяц вам не на что покупать будет ваши перчатки. «Мне не нужны ваши наставления». А дому нужны, потому что у дома, простите за откровенность, нет мужчины. «Вон отсюда!» Только после того, как вы подпишете это». Я вытащила из папки лист и положила перед ним. «Что это?» Отмена поручения поверенному. Западное поле не будет выставлено на продажу. «Вы в своем уме? Полном, в отличие от вас. Вы всерьез думаете, что я подчинюсь служанке?» Нет, я думаю, что вы подчинитесь страху. «Какому еще страху?» Страху перед вашим отцом, перед кредиторами, перед тем, что весь город узнает, как вы за полгода после смерти матери пустили имение под откос. А перед тем я сама схожу к господину Кравену и покажу ему все бумаги. Имя городского поверенного подействовало. Эдвард перестал улыбаться. «Вы не посмеете». Попробуйте проверить. Мы стояли друг напротив друга, как два противника на мосту. Тишину разрезал звук. Сухой, резкий, как треск ветки в печи. Где-то у двери кто-то хмыкнул. Эдвард дернулся и оглянулся. «Кто здесь?» Я тоже обернулась. Конечно, никого. Только шторка над дверью чуть качнулась. Я сразу поняла, кто. Ну, конечно, сидит ушастый, подглядывает. Любое семейное безобразие для него как ярмарка. «Никого», — сказала я спокойно. «Я слышал. «Вам показалось». Вы ведете себя так, будто вам все позволено». «Нет, я веду себя так, будто если не я, то никто». Он схватил лист, пробежал глазами и швырнул обратно. «Не подпишу».
Подпишите. Да кто вы такая? Вот на этот вопрос я всегда знала слишком много ответов, но ни один не годился для правды. Я была женщиной, которая умерла старухой в одном мире и проснулась молодой в другом. Я была той, кто слишком хорошо знал цену чужой власти. И я была той, кто однажды уже вытащил себя из трясины и не собиралась тонуть снова. Но вслух я сказала другое. Я та, кто потом будет разгребать за вами навоз, господин Эдвард, и потому имею право возмущаться заранее. Он уставился на меня и вдруг, к моему удивлению, расхохотался. Не весело, а как человек, которого уже так прижало, что и злиться дальше сил нет. Вы невыносимы, сказал он сквозь смех. Вы просто невыносимы. Подпишите? А если нет? Тогда пойдите и объясните вашему отцу, почему в конторе уже ждут деньги за поле, которое кормит половину деревни. Он застыл. Попало. Значит, уже получил задаток. Вот гад. Откуда вы? Я веду хозяйство, сказала я. А хозяйство говорит громче людей. Исчезают квитанции, появляются чужие лица у заднего крыльца. Повариха вдруг начинает покупать дешевую крупу, потому что приказчик сказал экономить. Я все вижу. Он медленно сел в кресло, потер лицо ладонями и глухо сказал. Вы ничего не понимаете. Так объясните. Он долго молчал. Потом глянул на меня уже иначе, почти по-человечески. Долг не мой, матушкин. Я села напротив. Говорите. За 2 года до смерти она взяла несколько крупных займов на переустройство мельницы, на новый конный двор, на мои расходы тоже. Но в основном на Южный тракт. Она была уверена, что дорогу перенесут ближе к нашему поместью. Постоялый двор, склады, аренда – все это должно было окупиться. Только дорогу повели в обход. Деньги ушли, проценты остались. Она скрывала это от отца до последнего. Я сидела тихо. Так вот, значит, откуда. Не просто сын Мот. Мертвая хозяйка оставила посреди себя узел, затянутый так крепко, что вся семья теперь задыхалась. «И что теперь?» – спросила я. А теперь кредиторы хотят свое. Отец ничего не понимает в делах. Он бы умер от одного списка долгов. Я пытался выиграть. Да, приумножить быстро. Мне обещали верные партии, удачные вложения. Черт, да не смотрите вы так. Я знаю, как это звучит. «Как глупость», – подсказала я. Как отчаяние. Хоть раз попробуйте думать не о счетах, а о том, что когда на тебе висит дом, земля, люди, старик-отец и память матери, дышать тоже бывает трудно. И вот тут я не смогла его добить, потому что в его голосе прозвучало то, что я слишком хорошо знала. Усталость человека, который с самого начала делал не то, но уже зашел так далеко, что повернуть стыдно. Я встала и подошла к окну. Во дворе носилась с бельем Гретта, у колодца спорили 2 конюха. Жизнь шла, как шла всегда. Кому-то надо варить суп, кому-то рожать, кому-то хоронить. А над всем этим стоял дом, большой, чуть обшарпанный, но все еще упрямо красивый. Такие дома умирают не сразу. Сначала в них перестают смеяться, потом топить дальние комнаты, потом закрывают ставни на 2-м этаже, а потом вдруг оказывается, что дом давно уже пустой, хотя люди в нем еще живут. Я обернулась. «Бумаги у вас?» Не все. «У кого?» У поверенного господина Ролла. «Значит, начнем с него». Мы? «Да, мы. Или вы предпочитаете продать еще амбар и пару коров, прежде чем признаться отцу?» Вы, Лина, когда-нибудь бываете мягкой? «Иногда, но не по четвергам.
Сегодня вторник. Вот видите, вам совсем не повезло. Он фыркнул и подписал бумагу. Я взяла ее, подула, чтобы подсохли чернила, и спрятала в папку. Теперь второе. Есть еще и второе? Разумеется, вы перестанете брать деньги из конторы. У меня свои расходы. Будут меньше. Я не стану просить у вас разрешения на каждую пуговицу. Нет, на пуговицы не надо, только на глупости дороже 5 серебряных. Невероятно. Привыкайте. Почему вы это делаете? Вот опять тот вопрос, на который нельзя отвечать честно. Потому что я знаю, как выглядит дно. Потому что я слишком долго там жила, где чужая дурость била по мне первой. Потому что если этот дом рухнет, под развалинами окажутся не Барри, а те, кто ниже. Потому что я здесь живу, сказала я, и не люблю, когда крыша падает мне на голову. Он посмотрел на меня долго, потом медленно кивнул. Вы ужасная женщина. Спасибо. Он вышел, хлопнув дверью уже не так громко. Я осталась одна. И почти сразу из-за кладовой двери выскользнул он. Нор, местный домовой. Маленький, серый, с длинными пальцами и лицом, похожим одновременно на старика, мальчишку и сушеное яблоко. Волосы клочками, глаза янтарные и хитрые, в жилетке, сшитой неизвестно из чего, и босиком. Он залез на буфет, свесил ноги и восхищенно присвистнул. Ух, ну ты и тяпнула его, хозяюшка. «Не называй меня так», — машинально сказала я. А кем звать? Метелкой? Грозой беспутных? Погибелью шелковых жилетов? «Молчи». А чего молчать? Я люблю смотреть, как ты барских щенков строишь. Прям бальзам на душу. Старому домовому. «Ты подслушивал?» А то мне по должности положено. Я не подслушиваю, я надзираю. «Надзирай молча». А мне скучно молча. Дом нынче нервный, люди плачут, бумаги шуршат. На кухне Грета опять соль рассыпала. Развлечение нужно. «Развлечение у тебя одно — ехидствовать». Неправда. Еще я ворчу, прячу ключи в щели и спасаю безмозглых двуногих от их же глупости. Последнее спорно. Он спрыгнул с буфета, прошелся по столу. А кто, по-твоему, вчера задул свечу, когда господин Мот собирался ту расписку подписывать, а? А кто дверью хлопнул, чтоб приказчик оглянулся? А кто крысу подкинул в сапог тому тощему лысому поверенному месяц назад? «Это был ты?» А кто же еще? Я же вижу лысый пакостник. Глазки бегают, пальцы липкие. Надо было его сразу пугнуть. Он расплылся в самодовольной ухмылке. «Я почему-то не удивлена». Потому что ты умная, хоть и человек. Ты это произнес так, будто это недостаток. А это и есть недостаток. Люди все усложняют. А дом хочет простого. Чтобы крыша цела, очаг теплый. И хозяева не дураки. А где ж такое найдешь? Я не удержалась и фыркнула. А домовой победно вскинул подбородок. Мол, вот ведь рассмешил. «Ладно», — сказала я, — «что ты еще слышал, кроме моего разговора с Эдваром?» «Много чего. Слуги шепчутся, что господин молодой по миру пустит поместье. Барин с утра кашлял и велел никого не пускать. А еще в конторе пришло письмо с синей печатью. Нехорошее, жадностью пахнет». «Письма запахов не имеют». «Это ты не имеешь, а письмо имела. От Ролла, небось». Я подошла к шкафу, достала плащ. «Значит, к нему и поедем». «Кто это мы?» «Я и Эдвар». «Тогда без меня». «Трус». «Я не трус. Я домовой. Мне из дома надолго нельзя. Я, если хочешь знать, с нитями связан». «С какими нитями?» «С домом, с печами, с порогами, с балками. Чем старше дом, тем крепче нити. Я далеко уйду, меня тянуть начинает. Ноги ватные, уши вянут, и характер портится». «Он у тебя и так не сахар». «Это не характер, это опыт. Но до ворот дойти смогу, дальше нет». «Тогда сиди и стереги». «А ты осторожнее с лысым.
У него улыбка, как у кота, который уже сметану съел, а облизываться не перестал. Учту. И я направилась к двери, но он вдруг окликнул меня. «Лина!» Я обернулась. «Если дом все-таки посыпется, ты уйдешь?» Вот так вопрос. Не знаю, честно сказала я. «Плохо, Почему? потому что дом тебя уже признал». Я промолчала. Домовой хмыкнул, будто сам пожалел о сказанном. «Иди уж, пока молодой Борчук опять не передумал и не сбежал к своим бездельникам». Ролл жил в городе, в доме с зелеными ставнями и медной табличкой на двери. До города было около часа езды. Мы с Эдвардом почти не говорили. Он сидел напротив в карете, уставившись в окно. Я смотрела на его руки. Красивые, тонкие, с длинными пальцами. Такими хорошо играть на фортепиано и подписывать чепуху. Для настоящей работы они были слишком избалованы. «Если вы и там будете говорить со мной этим тоном, — наконец сказал он, — я выйду и оставлю вас разбираться одну». Не оставите. «Это еще почему?» Потому что вы боитесь его больше, чем меня. «С вами трудно спорить», Привыкайте, повторила я. — «вы все время это говорите». Потому что вы все время надеетесь, что мир передумает. «Вы правда думаете, что можно что-то исправить?» Что именно? «Все». Все нет, но достаточно, чтобы не пришлось ночевать под забором. «Утешили. Я не утешаю, я считаю. Вот поэтому вы и страшны». А вы, спросила я, вы хоть что-нибудь умеете, кроме как красиво сидеть в седле и портить бумаги? «Умею читать смету». Это вы мне сейчас солгали? «Почти». Отлично, значит, будете учиться. «У вас все так всегда просто». Я усмехнулась. Милый мой, если бы ты знал, сколько раз в жизни мне приходилось делать вид, будто все просто, лишь бы не разреветься и не лечь лицом в стол. Нет, сказала я. Просто я давно поняла, если проблему нельзя проживать целиком, ее режут на куски. Какая чудесная кухонная мудрость. Самая полезная из всех. Он хотел еще что-то сказать, но карета остановилась. Ролл принял нас не сразу. Мы ждали в передней, пока служка ходил туда-сюда и изображал важность. Наконец нас провели в кабинет. Господин Ролл оказался именно таким, каким мне его описывал домовой. Сухой, лысоватый, с блестящими глазами и мягким голосом, от которого хотелось проверить, на месте ли кошелек. «Господин Эдвард», — пропел он, — «какая неожиданность! И госпожа...» «Лина, помощница по хозяйству», — сказала я, прежде чем Эдвард успел открыть рот. Тот бросил на меня быстрый взгляд, но промолчал. «Очаровательно!» — улыбнулся Ролл. Будто ему и вправду было очаровательно видеть женщину, которая пришла вмешиваться в его дела. «Чем обязан?» «Нам нужны все бумаги по займам покойной госпожи Эльмиры», — сказала я. «Все?» «Все». «Боюсь, это невозможно. Некоторые документы находятся у кредиторов». «Тогда копии». «И это затруднительно». «А что не затруднительно для вас, господин Ролл, кроме взимания процентов?» Улыбка у него дрогнула. «Видите ли, хозяйственные вопросы семьи Аверн не вполне входят в круг обязанностей». «Входит, если вы уже получили поручение на продажу западного поля», — перебила я. Эдвард кашлянул. Ролл посмотрел на него. «Господин Эдвард, поручение отменяется», — сухо сказал тот и протянул подписанный лист. Вот за это я его, пожалуй, в тот миг чуть-чуть зауважала. Подал, как взрослый, не начал юлить. Ролл прочитал, положил бумагу на стол. «Это крайне неосмотрительно». «Напротив, — сказал я, — продажа поля сейчас — это глупость». «Позвольте судить в вопросах выгоды людям опытным». «Опытным в чем?» «В том, чтобы из отчаявшейся женщины вытянуть больше, чем она брала?»
Эдвард резко глянул на меня, а Ролл тоже. Ну да, я рисковала, но иногда по-другому нельзя. Если противник плавает в грязи, не стой на берегу в белом фартуке. «Вы позволяете себе слишком много», — сказал поверенный. А вы, похоже, позволяли себе еще больше, пока госпожа была жива и никому не показывала ваших условий. И я увидела, как у него напряглась скула. Попала и тут. «Какие именно условия?» — спросил Эдвард. Ролл перевел на него взгляд и снова надел вежливость. «Обычные условия займа, все по закону». «Тогда бумаги на стол», — сказала я. «Я не обязан отчитываться перед прислугой». «Тогда отчитывайтесь перед сыном заемщицы». Эдвард, к моему облегчению, не сдал назад. «К бумаге, господин Ролл». Молчание затянулось. Потом поверенный нажал на звонок. «Принесите папку Авернов. Всю». Пока служка бегал, мы сидели молча. Когда папку положили на стол, я поняла, что дело еще хуже, чем я думала. 2 толстые тетради расписок, 3 договора займа, отдельный лист с начисленными штрафами и еще 2 документа, подписанные свидетелями, согласно которым в случае просрочки кредитор получает право на первоочередное взыскание доходов с мельницы и 2 участков лугов. «Это что?» – спросила я. «Дополнительные обязательства», – невозмутимо ответил Ролл. «Это ловушка», — сказал Эдвард побелевшими губами. «Это обеспечение», — мягко поправил Ролл. Я стала читать дальше. И тут меня пробрал холод. В одном из приложений была мелкая приписка. Если в течение полугода после смерти заемщицы долги не будут подтверждены наследником или иным уполномоченным лицом, поверенный получает право сам инициировать оценку и реализацию части имущества в целях предотвращения убытков. Ах, вот как! Вы спешили не потому, что заботитесь о доме, сказала я. Вы спешили прибрать к рукам то, что еще можно продать, пока семья не разобралась. Выбирайте выражение. А вы выбирали, когда давали больной женщине подписывать такие бумаги? Моя клиентка была в здравом уме. Да, только в отчаянии. Эдвард резко поднялся. «Сколько?» — спросил он. Ролл назвал сумму. Даже я, привычная ко всякому, почувствовала, как внутри у меня похолодело. Можно было не есть годами, и все равно столько не скопить. Эдвард оперся ладонями о стол. «Это невозможно выплатить». «Возможно, реструктуризировать», — любезно сказал Ролл. «При наличии разумного подхода, продажа западного поля, части леса, отказ от содержания». «Людей?» — просила я. «Издержек», — поправил он. «Люди не издержки». «Для разоряющего дома, к сожалению». «Хватит», — сказал Эдвард. «С этого дня никакие сделки без моего письменного подтверждения не совершаются. Копии всех бумаг будут доставлены в поместье. И еще я найму другого советника». Ролл едва заметно улыбнулся. «Разумеется, если сможете себе это позволить». На обратной дороге Эдвард молчал всю первую половину пути. Потом вдруг спросил. «Вы давно знаете о таких людях?» «О каких?» «Которые улыбаются, пока режут по-живому». «Давно». «Вас раньше тоже обманывали?» Я не сразу ответила. Перед глазами вдруг встала совершенно другая жизнь. Низкая изба, серый снег, мужнин перегар, мои руки, красные от стирки, и вечное чувство, что тебя тратят как тряпку. А потом город, комната под крышей, тяжелая работа, первая зарплата, первые свои деньги, вкус чая, купленного на них. Много чего было. И почти все без жалости. «Да», — сказала я, — «но недолго». «Почему?» «Потому что я научилась замечать, когда ласковый голос означает беду.
Я не научился. Научитесь. Думаете, еще не поздно? Для вас раздражающе рано. И он неожиданно рассмеялся. На этот раз по-настоящему. Когда мы вернулись, дом уже дышал вечерней суетой. На кухне гремели крышки, передние бегали с лампами. А в моей комнате на подоконнике сидел домовой и ел из блюдца сметану. «Ну?» — спросил он. «Ну?» «По лицу вижу, наворотили вам дел». «Не нам, а до нас». «Я так и знал. У покойницы последние месяцы мысли были как клубки ниток. Все в узлах». Я закрыла дверь, села на кровать и вытянула ноги. «У нас огромный долг». «Ясно. Значит, продавать начнут, если я не придумаю, как этого избежать». «О-о-о!» — протянул домовой, облизывая ложку. «Вот теперь интересно». «Для тебя это игра?» «Для меня все дом. Если дом стоит, я живу. Если гниет, я херею. А если дом продадут по камушку, я куда? В мешок? На торги? Кому домового? БУ? Характер скверный?» «Не кривляйся». «А я не кривляюсь, я паникую». «Рассказывай». И я рассказала про долги, про бумаги, про западное поле, про нового советника, которого нам еще надо где-то взять. Будто хорошие советники растут на грядке. Домовой слушал, почесывая за ухом. Когда я закончила, он сказал: «Значит, денег надо много и быстро. А откуда их взять?» «Если б я знала». «Из воздуха не выйдет, воздух нынче пустоватый». «Спасибо, ты поддерживаешь». «А я не поддерживаю, я рассуждаю. Что у дома есть? Земля, лес, мельница плохая, люди, руки, старая сыроварня без сыра, конюшня полупустая, пруд с жирными карпами, которых никто толком не ловит, яблоневый сад, 4 пустые комнаты во флигеле и кухня, где Грета способна сварить суп из топора, если ее похвалить». «Повтори». «Что повторить? Про топор?» «До этого». «Сыроварня без сыра?» «Нет, еще раньше». «Люди, руки, погреба?» Я выпрямилась. Люди, руки, пустые комнаты. Тракт, хоть и не главный, но проходит недалеко. Сад, пруд, мельница, пусть плохая, но есть. И всем надо на что-то жить. Кто-то уйдет, но многие остались бы, если бы был заработок. Домовой. Ась, а если не продавать землю, а заставить ее работать иначе? Ты сейчас о чем? О деле. Не барское хозяйство, как было, не на старом порядке, а по-новому. Постоялый двор, маленький, пока без роскоши, сыр и масло на продажу, сушеные яблоки, прачечная для города, рыба может быть копченая и платный склад для торговцев, если расчистить амбар у тракта. Домовой открыл рот. Ого! Что? Да ничего, просто у тебя лицо стало, как у генерала перед штурмом. Не преувеличивай. Нет, я не преувеличиваю. Я наблюдательный. Ты когда что-то решила, у тебя левый глаз щурится. Страшное дело. Дом можно спасти. После освобождения от крепостного права люди не захотят жить, как прежде. И правильно. Значит, надо предложить им не подачку, а работу, долю, выгоду. А господа согласятся? Барин согласится на все, отчего у него перестанет болеть сердце. Эдвард, если поймет, что это его единственный шанс не выглядеть идиотом. А слуги? Уже не слуги, вот в этом и суть. Домовой задумчиво пошевелил ушами. Люди не любят перемен. Врут. Люди не любят перемен без пользы. А с пользой еще как любят. Ты-то откуда знаешь? Из жизни. Из той, другой. Я застыла. Мы редко об этом говорили прямо. Не то чтобы он не знал, он знал с самого начала, кажется. В первый же месяц моего пробуждения в теле Лины он посмотрел на меня, сморщил нос и сказал: «Ты не это, та была глупее». С тех пор мы и жили с этим знанием между нами, как с тайным подполом в доме. Не видно, а есть.
Да, тихо сказала я, и с той тоже. Тогда, может, и выйдет. Я села обратно на кровать. Силы вдруг кончились. «Боюсь», — сказала я. Это хорошо. «Чего хорошего?» Значит, не совсем дурочка. Совсем глупые не боятся, они только лезут. А ты боишься и все равно лезешь. Это умнее. «Умеешь ты утешить». А то, я ж домовой. Я по душевной части тоже кое-что. «Ты по душевной части вредитель». Ну, не без этого, но свой. Он подошел ко мне и сказал почти шепотом. Не бросай дом, Лина. Я посмотрела на него. Маленький, вредный, старый, а глаза серьезные. «Не брошу», — сказала я. Вот и славно. А теперь иди вниз. Там на кухне Гретта переварила бульон. И если не вмешаться, нас всех ждет кулинарная смерть. «Нас? Ты бульон не ешь». Я страдаю эстетически. «Лжец». Зато обаятельный. Не особенно. Ой, все. Буркнул он и первым шмыгнул за дверь. На кухне было жарко и шумно. Гретта стояла над огромной кастрюлей с таким выражением лица, будто сейчас или суп победит ее, или она суп. Победитель пока не определился. «Не мешай так яростно», — сказала я с порога. Гретта обернулась. «Госпожа Лина, слава всем добрым силам! Он опять мутный!» «Кто?» «Бульон!» «Это потому, что ты кипятишь его, как белье». «А как иначе, когда кости жесткие?» «Нежнее надо, даже с костями». Из-под лавки высунулся домовой. «Я и говорил!» «Тебя никто не спрашивал», — хором сказали мы с Греттой. Гретта меня любила, по-своему, с вечным ворчанием. Женщина она была грузная, краснолицая, с руками, как лопаты, и сердцем, которое прятала под слоями недовольства. Если кто заболевал, Гретта первая несла отвар, если кто ленился, первая же швыряла полотенцем. Я попробовала бульон и зажмурилась. Солила? «Дважды». Поэтому и смерть. Гретта, долей горячей воды, добавь луковицу и пару картофелин. Вытянуть соль. Гретта фыркнула, но послушалась. «А правда, — сказала она, — что молодой господин землю хотел продать?» Пока не продал. «А собирался?» Собирался. «Не выйдет из него хозяина». Пока нет. «А потом?» Потом посмотрим. «Вы что-то задумали?» С чего ты взяла? «У вас глаза такие, будто вы уже половину дома переставили, а вторую мысленно ругаете». Гретта, сказала я, а если бы в поместье вместо старого порядка стали платить за работу по-новому, ты бы осталась? «Это как?» Не как раньше, не потому что приказано, а потому что выгодно. Например, варить сыры и масло на продажу или готовить для постояльцев и получать долю от выручки. «Это вы сейчас шутите?» Нет, «А господа знают?» пока нет. «А, значит, сначала вы хотите довести до удара меня?» Нет, сначала господ. Она уставилась на меня, а потом вдруг расхохоталась. «Ох, люблю я вас, госпожа Лина», — сказала она. «Хоть вы и беда ходячая». Очень лестно. А если серьезно, люди сейчас как на углях. После указа все сами не свои. Одни рады, другие боятся. Кто в город рвется, кто родню ищет. Кто думает, что завтра на него золотой дождь пойдет, только от того, что теперь он свободный. А свобода, она ведь не каша. Ее ложкой не съешь. Потому и думаю про дело, тихо сказала я. Люди пойдут, если поверят. Только им надо не словами. Им надо, чтоб пощупать. Знаю. Грета помолчала и вдруг спросила. А вы сами-то останетесь? Если получится, останусь. Тогда и я. Из дромника донеслось ехидное. Записал. Да выходи уже, чудовище, устало сказала я. Домовой вылез. Я не чудовище, я летописец. Ты лучше сбегай и послушай, что кто болтает в людской, сказала я.
О, шпионские поручения люблю. Только без пакостей. Это скучно. Без пакостей. Ну ладно. Но если кто-нибудь будет особенно противный, я шнурок у него спрячу. Нор. Все, ушел. И исчез. Я смотрела ему вслед и думала, что, наверное, в любой жизни человеку нужен хоть кто-то, перед кем не надо делать вид, будто ты всегда знаешь, что делать. Пусть это даже мелкий вредный дух в жилетке. А вечером меня вызвал барин. Господин Арден сидел в малой гостиной у камина, закутав ноги пледом. Он всегда казался мне человеком не старым, а просто как-то уставшим. Высокий лоб, тонкие губы, мягкие глаза. После ее смерти в них поселилась растерянность вдовца и мальчика одновременно. «Лина», — сказал он, — «присядьте. Эдвард сказал, что вы ездили сегодня в город». «Да, господин». «И что вы спасли нас от необдуманной сделки». «Пока только отсрочила». «Элмира всегда говорила, что вы слишком смелая для своего положения. А я всегда думал, что это, возможно, единственная полезная смелость в доме. Я должен признаться вам, я мало знаю о нынешнем состоянии дел. Жена не любила, когда я вмешивался в хозяйство». «Но теперь вмешиваться придется», — сказала я. «И что вы предлагаете?» «Я предлагаю перестать держаться за старую жизнь». «Объясните». И я объяснила. Про доходное хозяйство, про постоялый двор, про сыры, масло, прачечную, склад, сад, рыбу и комнаты во флигеле. Барин слушал, закрыв глаза. Когда я закончила, он сказал: «Эльмира бы назвала это безумием». «Значит, у нас есть шанс», — ответила я. Он открыл глаза и вдруг тихо засмеялся. «Вы опасны, Лина». «Мне сегодня уже говорили». «Боюсь, справедливо». «А Эдвард?» «Ему не нравится». Но он понимает, что выбора мало». «А вы уверены, что люди захотят остаться после всего?» «Не все, но достаточно». «А если не выйдет?» Я пожала плечами. «Тогда мы проиграем позже, а не сейчас. Иногда и это уже победа». Он медленно кивнул. «Хорошо, Лина, делайте». «Так нельзя». «Почему?» «Потому что потом все снова свалят на вас. А вы даже не будете знать, что подписываете. Нужен приказ. И ваше присутствие хотя бы иногда. Люди должны видеть, что хозяин еще жив». «Вы мне не оставляете права быть слабым». «Нет, господин, времена нынче дорогие, на слабость денег нет». Он вдруг стал очень серьезен. «Спасибо», — сказал он. И вот тут я смутилась сильнее, чем от крика Эдвара, потому что к благодарности я была непривычна. Когда я вышла, в темном коридоре меня уже ждал домовой. «Ну?» «Согласился». «Ну все, теперь покой нам только снится будет». «Его и так давно нет». «Был иногда, по средам, после обеда». «Врешь». «Немножко». «Скажи лучше, где Эдвард?» «На конюшне. Делает вид, что просто лошадей смотрит». «А на самом деле?» «А на самом деле внутри у него такой кавардак, что я бы там метлу сломал». «Тогда пошли». «Куда?» «На конюшню». «И я, между прочим, не обязан сопровождать тебя во все человеческие драмы». «Не обязан, но любишь». «Это да, это у меня слабость». На конюшне пахло сеном, лошадьми и мужским упрямством. Эдвард стоял у стойла старого вороного мерина и делал вид, что смотрит ему зубы. «Если вы сейчас будете изображать, что очень заняты, я, возможно, вам даже поверю», — сказала я с порога. Эдвард не обернулся. «А если я скажу, что просто прячусь от вас?» «Это будет честнее». Он все-таки повернулся. Лицо у него было усталое, но уже не такое пустое, как еще неделю назад. «Отец согласился?» «Согласился, но не на чудо, на работу». «Это, как ни странно, еще страшнее».
Завтра собираем людей. Всех? Тех, кто остается, тех, кто колеблется, и тех, кто уже мысленно ушел, но еще не знает куда. Вы всегда так говорите, будто уже заглянули в чужую голову. Нет, просто слишком часто видела одинаковые головы. А если не согласятся? Спросил Эдвард. Кто? Люди. Тогда уйдут. И вы так спокойно об этом говорите? А что мне их за подолы держать? Свобода — это не когда все остаются. Свобода — это когда остаются не из страха. Мне это не нравится. Мне тоже. Но нравится и быть правильным — разные вещи. Вам завтра нужно будет говорить. Ой, нет. Да, Вы же лучше говорите. я говорю злее. А вам пора хотя бы раз поговорить как будущему хозяину. Будущему? Вы, значит, допускаете, что я не безнадежен? Не зазнавайтесь. Я просто допускаю, что у вас есть зачатки разума. Высшая похвала по вашей системе ценностей. Почти. Я не умею говорить с ними. Неправда. Просто раньше вы не пробовали без приказного тона и отговорок. А если они увидят, что я не уверен? Увидят в любом случае, они не дураки. Лучше пусть увидят еще и то, что вы не врете. А откуда вы все это знаете? Из привычки выживать. Мне уже хотелось ответить. Из 2 жизней, 2 смертей и одного очень дурного брака. Но вслух я сказала иначе. Домовой слез с моего плеча на балку и вздохнул так тяжело, будто это он тащил на себе весь дом. «Скажи еще про страх», — подсказал он. «Хорошо скажи. Люди такое любят». «Не подслушивай чужие разговоры», — пробормотала я. «Что?» — не понял Эдвард. «Ничего, я думаю». «Хорошо», — сказал он. «Завтра я буду говорить. Но если вы потом поморщитесь хоть раз, я вас возненавижу». Когда я вышла с конюшни, домовой шел рядом. «Ну?» — спросил он. «Что ну?» «Нормально поговорили. «Терпимо». Он не такой дурак, как снаружи кажется». «Это ты сейчас его хвалишь?» «Я реалист. Я всех меряю по полезности. От этого меньше ошибок». «И какая полезность у меня?» «Большая. Но характер тяжелый». «У тебя тоже». «Да, потому мы с тобой и ладим». На следующий день людей собралось столько, что старая прачечная едва их вместила. Пришли дворовые, конюхи, прачки, кузнец Хет, кухарка Гретта, мрачный приказчик, старый садовник и даже тихая Брина, которая обычно говорила только с коровами. Пришли не потому, что кто-то велел, а потому, что каждому надо было понять, что теперь будет. Барин сидел у стены, бледный, в темном сюртуке, но пришел, уже хорошо. Эдвард стоял впереди, рядом со мной. И по его лицу было видно, что он предпочел бы скакать на бешеном жеребце, чем говорить с такой толпой. Эдвард откашлялся. «Вы все знаете, — сказал он, — что времена меняются. Старый порядок закончился. Я не стану делать вид, будто это легко для дома или для вас. Дом в долгах — это тоже правда. Но я не собираюсь решать дело продажей земли и увольнениями, пока есть другой путь». «Какой путь?» — крикнул кто-то сзади. Эдвард на секунду глянул на меня, я не пошевелилась. «Работа по новым условиям», — сказал он. «Кто хочет остаться, останется не как крепостной человек, а по договору, с оплатой. Мы открываем постоялый двор у тракта, расширяем молочное хозяйство, прачечную, сад, возможно, склады, сушильню». «А жить где?» — резко спросила Нета-прачка. «До осени никто не будет выгнан», — сказал барин негромко. «Потом тем, кто работает при доме, жилье будет определено по договору». Кузнец Хет поднял руку, как школьник. «А доля это как?» Тут уже говорила я. Это так,
что если вы просто получаете жалование, то получаете его за руки и время. А если дело держится на вас и растет с вашей работой, то часть прибыли идет вам. Например, на постоялом дворе повар, стирка, конюшня, заготовки. Чем лучше идет дело, тем больше получают не только господа. «А если вы нас обманете?» — спросила тихая Брина. Я кивнула. «Хороший вопрос. Потому и будут письменные договора и свидетели». Тут вдруг заговорила Гретта. А еще, если кто-то нас будет обманывать, я сама ему, половникам, объясню разницу между договором и жульничеством». Люди засмеялись. Смех пошел полезный, теплый. После него уже было легче дышать. «А господин молодой тоже будет работать?» — ехидно спросил кто-то из задних рядов. Эдвард даже побледнел чуть-чуть. Но он неожиданно сказал. «Да, уже работаю. Плохо пока, но лучше, чем раньше». И вот это подействовало сильнее любых красивых слов. После собрания люди не разошлись сразу. Остались кучками, спорили, считали вслух, ругались. А это уже значило, что предложение вошло им под кожу. Когда все начали расходиться, старый садовник задержался возле меня. «Госпожа Лина, я яблоневый сад знаю лучше собственных детей. Если хотите сушку и варенье на продажу, я помогу». «Хочу», — ответила я. Потом подошла Нетта. «А если прачечную расширять, мне нужно 2 девчонки и большой котел». «Будут». Потом Хет. «Для двора у тракта стоило лучше сразу на 6. И ворота пошире». «Поняла». А потом уже почти у двери меня перехватил домовой. «Видала? Видала?» – тараторил он. «Пошло дело. Я ж говорил, людям дать надо не страх, а интерес. Хотя страх тоже полезен, если правильно дозировать». «Ты сегодня на редкость доволен собой». «Конечно. Я ж тоже участвовал. Атмосферу создавал. Вон у приказчика шапку спрятал, чтоб не важничал». «А, так это ты». «А кто ж еще?» «Когда-нибудь я тебя все-таки отшлепаю». «Не достанешь. Но приятно, что думаешь обо мне с чувством». К вечеру, когда в доме наконец стало тише, меня нашел Эдвард. Я как раз сидела в малой столовой над расходными книгами и пыталась решить, можно ли прожить до конца месяца, не продав серебро. «Завтра приедет человек», — сказал Эдвард с порога. «Если это снова поверенный, то я заранее заболела». «Нет, не поверенный. Риан». «Кто?» «Кайл Риан, хозяин мастерских у Южного тракта. У него лес, тележная, кузня, люди. Он умеет не только говорить о деньгах, но и зарабатывать их». «Уже интересно. Зачем?» «Нам нужен человек, который скажет, можно ли быстро привести в порядок старый охотничий домик у тракта и сделать из него постоялый двор». Я отложила перо. «А вы уверены, что он не такой же любитель нажиться на чужой беде, как остальные ваши знакомые?» Эдвард скривился. «Он неприятный». «Это не ответ». «Для вас почти рекомендация. Он неприятный, потому что говорит прямо и не кланяется тем, у кого титул длиннее ума». «О, тогда, может, и сживемся». «Не обольщайтесь. Вы оба слишком любите командовать». «Я не люблю командовать. Я люблю, когда дело делается». «Именно это я и имел в виду». «Хорошо, пусть приезжает. Но если это еще один господин, который будет рассуждать, как мне вести дом, я велю Гретте подать ему недосоленный суп». «Поверьте, его и этим не проймешь». «Тогда тем более уже хочу на него посмотреть». На следующий день Риан приехал к полудню. Я увидела его из окна задней галереи. Он спешился без суеты. Высокий, широкоплечий, в простом темном сюртуке. И я сразу поняла 2 вещи. Во-первых, этот человек умеет держать на себе дело, а во-вторых, он мне заранее не нравится. «О!» — раздалось у меня под локтем. Я даже не вздрогнула. Домовой сидел на подоконнике. «Чего тебе?» — спросила я.
Смотрю. Крепкий. Кто? Мужик этот. Не гнилой. И злиться умеет молча. С каких это пор ты стал разбираться в мужчинах? Я в людях разбираюсь. Это моя профессиональная деформация. У домовых бывает деформация. От жизни с людьми еще и не такое бывает. В гостиной Эдвард представил нас коротко. Кайл Риан, Лина, помощница по хозяйству. Если быть честным, половина дома до сих пор держится именно на ней. Я бросила на Эдвара быстрый взгляд. Неожиданно честно с его стороны. Риан поклонился. Наслышан. Надеюсь, не только плохое. Плохое обычно интереснее, но хорошее полезнее. «Пойдемте к плану», — сказала я. «Я предпочитаю знакомиться с людьми по делу». «Это взаимно», — ответил он. Мы разложили на столе схему старого охотничьего домика у тракта. Реал смотрел внимательно, задавал короткие вопросы и не изображал из себя всезнайку. «Крыша еще держится», — сказал он после паузы. «Если сменить часть стропил и расчистить двор, к концу лета можно открыть 4 комнаты и общий зал». «Мало», — сказала я. «Для начала достаточно». «Если уж делать, надо делать так, чтобы люди захотели вернуться. Чистая кухня, сухая постель, нормальная конюшня и отдельная комната хотя бы для семейных». «Верно. Значит, не 4 комнаты, а 3. Но лучшие». «И стоило не меньше 6. «Согласен». Эдвард посмотрел на нас и усмехнулся. «Я уже чувствую, что вы или поладите, или спалите друг друга». «Если дело пойдет, можно и потерпеть», — сказала я. Риан чуть заметно улыбнулся. «Разумный подход». После разговора Эдвара позвали к отцу, а мы с Рианом остались у стола вдвоем. Некоторое время он молчал, потом сказал: «Вы не похожи на обычную служащую». «А вы не похожи на соседа, который приехал дать советы по стройке». «Это комплимент?» «Это наблюдение». «Тогда и мое тоже наблюдение. Вы смотрите на дом так, будто хотите не выжить в нем, а переделать его». «А вы смотрите на людей так, будто сразу прикидываете, можно ли на них положиться». «Так и есть». «И как?» — спросила я. «Можно?» «На вас, да. Но вы очень не любите, когда от вас чего-то ждут». «А вы, господин Риан, очень быстро делаете выводы». «Иначе в моем деле нельзя». «В моем тоже». «Ну что ж, значит, попробуем работать вместе». «Попробуем», — ответила я. И уже тогда мне следовало насторожиться, потому что люди, с которыми можно не только спорить, но и работать, обычно опаснее всех. На столе еще лежал план старого домика у тракта, за окном темнел сад. Я собирала бумаги, он стоял напротив, слишком спокойный для человека, который только что полчаса спорил со мной о стойлах и складских навесах. «Вы быстро все схватываете», — сказал он. Я быстро устаю от людей, которые думают медленно. «Это я понял». Если вы приехали только ради того, чтобы обменяться колкостями, то день прошел не зря, а если по делу, говорите». Он помолчал, и мне это не понравилось. «У вас неприятная привычка», — сказал он. «Какая?» «Браться за дело так, будто потом вам не придется за него расплачиваться». «Объясните». «Вы сейчас поднимаете дом, который юридически вам не принадлежит. Вы придумываете новые источники дохода, считаете, распределяете, строите. А когда все начнет приносить деньги, вокруг сразу появятся желающие решить, что вы тут никто». «Я и так тут никто. Это для вас новость?» «Для меня нет, для закона да». «Что вы хотите сказать?» То, что в вашем положении одних ума и воли недостаточно». «Благодарю за ценное наблюдение». «Я не оскорбляю вас, я говорю о защите». «Защита обычно дорого стоит». «Иногда да. Иногда это просто правильно оформленный союз». Я уже поняла, куда он клонит, и мне это совсем не понравилось. «Нет», — сказала я сразу. «Вы еще не слышали, что я предлагаю».
Слышала достаточно по тону. И все же, я предлагаю вам брак. Как любезно. Не из любезности. Из расчета. Именно. Я рассмеялась. Нехорошо, без радости. Мы знакомы сколько? Час или полтора? И вы решили, что мне нужен муж? Я решил, что вам нужен законный щит. А вам? А мне нужен человек, который умеет держать дело и не падает в обморок от трудностей. То есть выгодная жена? То есть партнер. Вы очень самоуверенный человек, господин Риан. Нет, просто привык называть вещи своими именами. Тогда назовите еще и вот это своим именем. Вы предлагаете мне поставить свою жизнь рядом с мужчиной ради удобства? Ради возможности не потерять то, что вы строите. Не слишком ли рано вы решили, что знаете, что мне нужно? Возможно, рано, но не ошибочно. А вот это уже наглость. Возможно. И вы ждете, что я скажу «да»? Нет, сейчас нет. Как хорошо, что вы хотя бы не дурак. Он чуть заметно выдохнул, будто и вправду не ждал согласия. Но подумать все же стоит, сказал он. Когда вокруг вас начнут смыкаться не слухи, а бумаги. Я сама разберусь со своими бумагами. Я вижу. Именно поэтому и предлагаю не покровительство, а союз. Я смотрела на него и чувствовала, как внутри поднимается старая холодная ярость. Даже не на него, а на саму мысль, что женщине опять нужен муж, чтобы спокойно делать дело. «Нет», — повторила я, — «и запомните, пожалуйста, на будущее, я не ищу ни спасителя, ни хозяина». Хорошо. Значит, я подожду, пока вам понадобится не хозяин, а равный. Не дождетесь. Посмотрим. Вы упрямы. Мне уже говорили, что это полезно. Уходите. Уже иду. У двери он остановился и сказал, не оборачиваясь. Мое предложение не о любви, Лина. Оно о том, чтобы у вас не отняли вашу работу. Когда поймете, что я прав, вернемся к этому разговору. Не дождетесь, повторила я. Он ушел. И только тогда из-за шторы вылез домовой. Уселся на подоконник и мечтательно протянул. «Ох, ну начинается! Только попробуй сказать хоть слово». «А что сразу я? Я ничего. Я просто считаю, что мужик, который сперва думает о бумагах, а потом о чувствах, не самый худший вариант». «Замолчи». «Все, молчу. Но предложение-то дельное». «Еще слово, и я тебя вымету вместе с золой». «Не выметишь. Я тут прописан раньше тебя». Дела пошли быстрее, чем я ожидала, и хуже, чем хотелось. Так бывает всегда, когда начинаешь настоящее дело. Половина выходит, четверть рушится, остальное внезапно требует денег, которых нет. Сыры начали продаваться, прачечная взяла 2 заказа из города, садовник с 2 мальчишками расчистил старую сушильню под яблоки и травы. У тракта уже латали крышу будущего постоялого двора. Господин Риан приезжал через день с досками, расчетами, людьми и своим невозмутимым лицом. А потом объявился Илмер. Кузен покойной хозяйки явился так, будто дом все еще принадлежал его манжетам. С запахом дорогих духов, в сапогах, которые стоили больше, чем полугодовое жалование прачки, и с улыбкой человека, заранее уверенного, что все вокруг хуже него. «Дорогие мои», — сказал он за ужином, растягивая слова, «до меня дошли весьма любопытные слухи. Говорят, вы превращаете старое поместье в лавку». Я отложила нож. А до меня дошел запах ваших духов еще с крыльца. Что еще обсудим? Илмер моргнул, потом засмеялся так,
будто я пошутила для его удовольствия. Ах, Лина, все так же острый на язык. Но я приехал не за перебранкой. Я приехал предупредить. Некоторые кредиторы обеспокоены вашими экспериментами. Эдвард сжал вилку. Какие именно кредиторы? Те, кто не желает видеть, как имущество семьи расползается в сомнительные предприятия, оформленные неизвестно на кого. Известно на кого? На дом, сказал я. Дом не юридическое лицо, дорогая моя. Вот тут у меня внутри нехорошо ёкнуло, потому что он бил в слабое место. Все эти договоренности, доли, новые планы держались пока на доверии. На слове барина и на временных бумагах, и на том, что мы двигались быстрее, чем нас успевали остановить. Но если начать давить всерьез, особенно через поверенных и судей, встанет вопрос, кто именно распоряжается? Служащая? Сын? Больной отец? Господин Риан, сидевший напротив, посмотрел на меня быстро и внимательно. Я сделала вид, что не заметила. «Что именно вы хотите, кузен?» — устало спросил барон. «Исключительно порядка», — сладко ответил Илмер. «Все новые доходы должны проходить через общий семейный счет, под надзором. Это обезопасит вас от ошибок». «То есть под ваш надзор», — сказала я. «Если потребуется и мой». «Нет», — сказал Эдвард. Илмер повернул к нему голову. «Простите?» «Нет», — повторил Эдвард. «Новые дела остаются под нашим управлением». «Под чьим именно?» — спросил кузен. «Под управлением служанки?» И вот тут воздух за столом стал плотным. Я уже открыла рот, но раньше меня заговорил господин Риан. «Под управлением людей, которые умеют считать, в отличие от тех, кто приезжает только нюхать прибыль». Элмер медленно перевел на него взгляд. «Простите, а вы здесь в каком качестве?» «Полезном», — ответил Риан. Я улыбнулась, домовой под буфетом едва не захлопал. «Господа», — начал барин слабым голосом, и я поняла еще немного, и он устанет, и разговор пойдет в разнос. «Хватит», — сказала я. «Вы хотите порядок? Отлично. Через неделю мы покажем вам книги доходов и расходов при свидетелях. Но ни одна монета не уйдет с них на старые семейные прихоти, пока люди не получат своего, а дела — развитие». «Вы распоряжаетесь так, будто...» «Будто умею отличать дело от паразитизма?» «Да». Илмер побелел. «Вы пожалеете о своем тоне». «Сомневаюсь», — ответила я. После ужина Риан поймал меня в галерее. «Он прав», — сказал он. «В чем именно? Что я грубая, это не новость». «В том, что положение зыбкое. Если они захотят отжать новые доходы через закон, у них будет почва». «Я знаю». Он молчал секунду, потом сказал. «Мое предложение все еще в силе». Я подняла на него глаза. «Вы удивительно настойчивы для человека, которому уже отказали». «Я не о романтике, Лина». «А я и не думала, что вы о ней». «Тем лучше. Если мы заключим брак с договором о раздельной собственности и долях в новых делах, вы получите имя, положение и законное право управлять частью хозяйства». «А вы что получите?» «Партнера, который стоит 3 мужчин, и шанс построить дело на тракте не в одиночку». «И жену в довесок?» «Судя по вашему лицу, именно в таком порядке». Я отвернулась к окну. Внизу темнел сад. Где-то в ветвях стрекотал кузнечик. Домовой, конечно, был рядом. Я чувствовала его молчание за шторой. «Я не хочу снова оказаться в клетке», — сказала я тихо. «Не окажетесь, если мы сразу опишем замки». «Вы очень уверены в своей порядочности?» «Нет,
Я просто слишком уважаю вас, чтобы пытаться обмануть». Это было сказано так просто, что у меня перехватило дыхание, но я ничего не ответила и ушла. Домовой догнал меня уже у лестницы. «Ну?» — просил он. «Не начинай». «Я еще и не начинал. Я только разогреваюсь». Нор. «Что, Нор? Дело, говорит, между прочим, умный мужик». Все вы, как только дело доходит до замужества, сразу умные. А ты, как только речь о защите, сразу колючая. Я не на защиту злюсь. А на что? Я открыла рот и закрыла, потому что ответ был слишком честный. Я злилась не только на слово «брак». Я злилась на то, что предложение было разумным, что человек, сказавший его, мне не противен, что рядом с ним я не чувствовала опасности, а это уже само по себе пугало. Домовой поглядел на меня и вздохнул. «Ох, Лина, ты же не на него злишься. Ты на память злишься. Иди в печь. Это значит, я прав. Это значит, что я тебя сейчас в окно выкину. Не выкинешь. Я красиво лечу, но возвращаюсь еще красивее». Пожар случился через 3 дня. Не огромный, но серьезный, чтобы за одну ночь проверить, кто чего стоит. Загорелась новая сушильня у сада. Меня разбудил домовой. Он буквально шлепнулся мне на грудь и заорал. «Горим, курица сонная!» Я слетела с кровати так быстро, будто и не спала. Во дворе уже кричали, пахло дымом. А дальше все превратилось в кашу из ведер, сапог, криков и искр. Домовой носился в дыму, как бесноватый серый комок. «Я ему, этому поджигателю, сейчас уши оторву!» — верещал он. «Какому поджигателю?» — крикнула я на бегу. «Он был здесь, пахнет маслом, и след у забора». У меня все внутри похолодело. Поджог. Только этого не хватало. «Не сейчас!» — крикнула я. «Сначала тушим». Через четверть часа, которые показались вечностью, огонь задавили. Крыша обуглилась, одна стена почернела, но дальше не пошло. Я села прямо на землю, тяжело дыша. Руки дрожали. Эдвард спрыгнул с лестницы, подошел ко мне и хрипло спросил. «Все целы?» «Пока да». Кет вытер лоб рукавом. «Это не случайно», — сказал он. «Слишком быстро взялось». «Я знаю». Домовой уже стоял у моего колена, весь в саже. «Видел, человечишка в сером. Сунулся к стене и к забору. Я ему в сапог щепку засунул, но не догнал. Далеко мне нельзя». «Лицо видел?» «Нет, но он хромал на правую ногу и пах дешевым маслом». «Очень полезно. Спасибо». На рассвете мы нашли у дальнего забора масляную тряпку и след сапога с подбитой пяткой. Кет сказал, «Это не наш». А у меня в голове уже крутились 2 фамилии – Ролл и Илмер. Сами, конечно, не пошли бы, но подослать могут. К полудню приехал Риан. Посмотрел на почерневшую сушильню, на следы, на наши лица и сказал, «Значит, вы на верном пути, раз нас уже поджигают». «Приятно ободрили», — сказала я. «Я просто констатирую». Эдвард мрачно усмехнулся. «Вы оба, кажется, стоите друг друга». «Беда-то какая», — ответила я. Риан отвел меня в сторону к старой липе. «Теперь вы понимаете, что времени мало?» «Понимаю». «Тогда не упрямьтесь из принципа». «Не давите на меня». «Не давлю, напоминаю». Я сжала зубы. «Мне надо подумать». «Думайте быстро». И он ушел к Хеду смотреть крышу. А я осталась под липой, и тут, конечно, объявился домовой. Сел на корень, свесил ноги и спросил. «Ну что, надумала?» «Нор!» «Что, Нор? Тебя сегодня ночью чуть не спалили вместе с твоими травами, а ты все думаешь, будто можно ходить без кожи, если очень хочется свободы». Я села рядом с ним прямо на корень. «Я боюсь не брака», — сказала я. «Я боюсь проснуться и понять, что снова живу не своей жизнью». Домовой помолчал, а потом осторожно спросил. «А если
Жизнь будет своя, просто не в одиночку. Я не знаю. Это уже лучше, чем нет. Ты сегодня невыносимо мудрый. Я после пожара вообще прекрасен. Во мне трагическая глубина открылась. Я фыркнула, а потом вдруг засмеялась. От усталости, от дыма, от всего сразу. Домовой посмотрел на меня с жалостью. Ох, Линка, ты бы хоть раз позволила себе, чтобы не все одна. И вот тут я поняла, что устала быть стеной. Не сильной, не нужной, просто стеной, в которую все упираются. И, может быть, именно в этот момент я впервые по-настоящему допустила мысль, что опираться не всегда значит падать. Я сама позвала его на разговор. Не вечером, не при свечах, а в старой конторе над книгами расходов и списком обгоревших досок. Риан пришел без лишних слов и сразу понял по моему лицу, что шутить не стоит. «Говорите», — сказал он. Я положила перед ним чистый лист. Если это делать, то только по моим условиям. Он сел. «Перечисляйте». Раздельная собственность. «Да». Доходы от новых дел по долям, прописанным отдельно. «Да». Я управляю тем, что поднимала сама, без права вашего вмешательства. «Справедливо». Если вы попытаетесь сделать из меня украшение дома, я уйду. «Это не условие, а угроза, но принимается». И никакой лжи насчет чувств. Мы заключаем союз ради дела и взаимного уважения. Все остальное как получится. Или не получится. «Хорошо». И еще. У меня будет своя комната и свой ключ. Тут он впервые улыбнулся. Не насмешливо, тепло. «Лина, у вас будет сколько угодно ключей». «Когда?» Что когда? «Когда вы хотите это сделать?» Я уставилась на него. Вы вообще человек или отлично обученный топор? Я тут, между прочим, душу наизнанку выворачиваю. «Именно поэтому и не хочу мучить вас дольше нужного». И я рассмеялась. «Через 3 дня», — сказала я. «Пока Элмер не успел сделать еще какую-нибудь гадость». «Согласен». Мы замолчали, а потом он вдруг спросил. «Вам страшно?» Я честно кивнула. «Да». «Мне тоже». «Не врите». «Я не вру. На вас страшно смотреть уже сейчас, а уж жить рядом...» «Отлично, значит, бояться будем оба». «Это честно», — сказал он. Когда он ушел, из шкафа немедленно вывалился домовой. «Подслушивал?» — спросила я. «Нет, надзирал судьбу», — важно ответил он, и вдруг расплылся в такой счастливой улыбке. «Ну, наконец-то! А то я уж думал, ты так и помрешь в обнимку с амбарными книгами». «Замолчи». «Не замолчу. У меня праздник». «Это не праздник». «Еще какой! Хозяйка замуж идет, дом укрепляется. Враги сейчас подавятся желчью. Красота!» Я села и закрыла лицо руками. «Нор, мне плохо». «Это от ответственности и чувств. Они всегда сначала бьют в голову». «Да какие еще чувства?» «Не ори на старших. Не любовь, так интерес. Не интерес, так уважение. Не уважение, так хотя бы отсутствие желания стукнуть человека кочергой. Для начала уже немало». «Ты отвратителен». «Зато прав». «Вот это в тебе самое ужасное». «Я знаю», — довольно кивнул домовой. Свадьбу сделали тихую. Барин благословил нас дрожащей рукой. Эдвард был серьезен и трезв, что можно было считать почти за чудо. Домовой носился по дому с утра. «Где лента?» «Кто спер ленту?» «Не эту. Синяя к платью не годится. Грета, не реви в тесто. Эдвард, поправь ворот. Лина, не стой столбом. У тебя лицо как на казнь». «Отчасти справедливо», — пробормотала я. «Не смей. Жених хороший, крепкий, рукастый.
На тебя глядит уважительно. Что и тебе еще надо, балда? Покой. Покой будет в могиле. А у живых всегда либо дело, либо чувство. Пожалуй, именно его дурацкая болтовня и спасла меня от того, что я не сбежала в последний момент. Когда все закончилось и люди начали расходиться, я вдруг ощутила странную пустоту. Не ужас, не счастье, просто ощущение, будто перешла мост и пока не понимаю, на какой берег. Риан подошел ко мне уже вечером. «Если хотите, сегодня можете спать в своей старой комнате». «Это не жалость, это время». «Спасибо», — ответила я. «Но ключ от новой комнаты все равно ваш». На ладони у него лежал маленький латунный ключ. Я взяла его и впервые сама коснулась его руки без страха. Ненадолго, но сама. Домовой, сидевший на сундуке, шумно высморкался в край жилетки. «Я сейчас от умиления тресну, и никто этого не ценит». После свадьбы жизнь не стала легче. Никто не превратился в ангела, долги не исчезли, крыша на постоялом дворе не починилась сама. А кредиторы не заплакали от умиления и не простили нам половину суммы. Зато многое стало проще. У меня появились законные руки, через которые можно было держать дело, и человек рядом, с которым не приходилось тратить силы на постоянную оборону. Мы с Рианом жили сначала странно, осторожно, как два зверя, решившие делить одну территорию и пока не очень понимающие, где у другого границы. У меня действительно была своя комната и свой ключ, и никто не входил туда без стука. С Рианом мы по вечерам иногда сидели над бумагами. Он чертил, считал, объяснял, где можно сэкономить, как лучше поставить склад у тракта. Я спорила, считала по-своему, иногда злилась. Он не обижался, отвечал. Спорить с мужчиной и не бояться, что за этим последует презрение, оказалось почти роскошью. А однажды я поймала себя на том, что жду этих вечеров. И разозлилась, конечно. «Ты чего ходишь с лицом, будто лимон проглотила?» — просил домовой, болтая ногами на подоконнике. «Ничего». «Врешь». «Устала». «Тоже врешь. Уставшая ты просто злая, а сейчас ты злая с мыслью». Я бросила в него яблочной кожурой. «Бестия!» Он поймал кожуру, понюхал и сказал. «Привыкаешь». «К чему?» «К хорошему обращению. Это поначалу как чужая рубашка. Непривычно, а потом ничего носишь. Только смотри, не начни хорошее считать чудом. Хорошее — это не чудо, это норма, до которой просто редко доживают». «Кто ты вообще такой, чтобы такое говорить?» «Домовой с опытом». Он важно расправил жилетку. «Я, между прочим, видел браки похуже и дома поглупее». «Утешил». «Я не утешаю, я направляю». Тем временем дело действительно пошло. Постоялый двор открылся в конце лета. Без роскоши, но чистый, теплый, с хорошей печкой, крепкими стойлами и Греттой, которая умела накормить путника так, что тот потом возвращался еще раз, только ради ее тушеного мяса. Прачечная приносила стабильные деньги. Сыры пошли в город лучше, чем я смела надеяться. Яблоневый сад с сушкой и уксусом оказался отдельным благословлением. Даже пруд давал пользу. Кет с мальчишками наладил копчение рыбы. Эдвард удивлял все чаще. Сначала продал двух самых дорогих лошадей. Сам, без истерики. Потом отказался от карточных посиделок в городе, а однажды и вовсе привез торговца тканями, с которым удачно заключил сделку на поставку отбеленного полотна из нашей прачечной. «Кто вы? И куда дели прежнего?» — спросила я, когда он положил бумаги передо мной. «Я знал, что вы оцените мои успехи именно так». «Это высокая оценка». «Я уже понял». Он перестал обижаться на правду.
Это, пожалуй, и было главным его взрослением. Но Илмер и Ролл не сдавались. Осенью явился городской чиновник с проверкой. Нашел бы ошибки, если бы мог. Но все договора были в порядке, барин подтверждал их лично. Потом куда-то исчезли 2 ящика нового сыра. Домовой всю ночь рычал в подвале, а утром привел меня к треснущей половице у черного хода. «Тут тащили», — заявил он. «2. Один вонючий, второй тупой». «Спасибо, очень точные приметы». Виновником оказался помощник приказчика, подкупленный людьми Илмера. Хэт чуть не сломал ему шею. Я не дала. Не из милосердия, а потому что нам нужен был живой свидетель. И вот тогда, когда мелкие пакости перестали помогать, они пошли ва-банк. Это случилось в первый холодный день осени. Двор уже хрустел утренней изморозью, воздух был прозрачный и злой. Я как раз считала выручку по постоялому двору, когда в контору вошел Эдвард, бледный, с письмом в руке. «Началось», — сказал он. Письмо было из суда округа по требованию кредиторов, а точнее Ролла и поданной через Илмера жалобы. Часть имущества дома подлежала срочной оценке как залоговое обеспечение, пока не будет доказана достаточная платежеспособность хозяйства. «Они хотят ударить сейчас, пока мы только-только встали на ноги», — сказала я. «Если оценщик признает дела ненадежными, — тихо сказал Эдвард, — могут забрать мельницу и луга». «Когда приедут?» «Завтра к полудню». Домовой тут же материализовался на шкафу. «Ах, а не падаль! Ну-ка, кого кусать первым?» «Спокойно», — сказала я. «Нужны бумаги, все. Доходы, расходы, расписки о выплатах, новые контракты». «Часть у отца, часть у меня», — сказал Эдвард. «Остальное в сейфе». «А ключ?» «У меня». Весь день дом гудел, как улей перед грозой. Бумаги несли отовсюду. Гретта поила всех крепким чаем, Риан приехал к обеду и без лишних вопросов сел рядом со мной считать. Барин подписывал подтверждение дрожащей рукой, но упрямо. А к вечеру пропали 2 самые важные книги: учет новых доходов и свод выплат по договорам. Я поняла это первой. Сначала решила, что переложили, потом, что устала и не вижу очевидного. Потом посмотрела на Эдвара, на Риана, на стол, на пустое место, где книги должны были лежать. И внутри все провалилось. «Нор», — сказала я тихо. Домовой возник из-за печки мгновенно. «А? «Книги». «Не здесь», — сказал он, — «и не в доме». «Что?» «Час назад вынесли через черный ход. Тот худой с рыбьими глазами. Приказчиков племянник». «Сволочь!» — выдохнул Эдвард. «Догоним?» — спросил Риан, уже надевая плащ. «Далеко ушел», — сказал домовой. «Но не совсем». «Я с вами». «Нет», — сразу сказал Риан. «Да». «Будет холодно, грязно и быстро». «Как и вся моя жизнь. Пошли». Мы догнали вора у старого моста через ручей. Не сами, нам помог домовой. Он, конечно, не мог уйти далеко от дома, но до моста его хватило. Позже он признался, что чуть не лопнул от напряжения. Зато дело того стоило. У беглеца внезапно развязался ремень на сидельной сумке, конь шарахнулся, а сам он едва не нырнул носом в грязь. Когда мы подлетели, книги уже валялись в сырой траве. Риан скрутил парня быстро. Эдвард сорвал сумку, а я подхватила книги, прижимая к груди, будто детей. «Кто тебя послал?» — спросила я. Парень молчал. Эдвард ударил его не сильно, но от души. «Кто?» «Илмер», — завыл тот. «Он сказал, только унеси, только до утра спрятать, чтобы суд увидел, что у вас ничего нет». Я закрыла глаза на секунду.
Вот и все. Игра закончилась. А на следующий день, когда оценщик явился с важным видом и двумя понятыми, его уже ждали. Все. Барин в кресле, но при параде, Эдвард трезвый и жесткий, Риан с бумагами, Хэт у двери, я с книгами. Когда всплыло имя Илмера и показания вора, оценщик заметно сник. А когда я разложила перед ним книги доходов, договора, расписание выплат и списки вложений, он уже смотрел не на нас, а в сторону, как человек, которому очень не хочется становиться частью чужой грязи. «Хозяйство платежеспособно по текущим обязательствам», — сказал он наконец. «Оснований для срочного взыскания части имущества я не вижу». Мне захотелось сесть прямо на пол, но я только кивнула. Илмера в тот день выставили из дома без обеда. Грета потом сказала, что это была ее личная маленькая месть. После этого нас оставили в покое. Не из доброты, из расчета. Когда люди, которых хотели проглотить, внезапно показывают зубы, их начинают оценивать осторожнее. Зима пришла рано и сурово. Но в ту зиму дом впервые за много лет не мёрз. Топились все основные комнаты. В кладовых не было пусто. Люди знали, за что работают. Барин даже порозовел немного и начал выходить в сад, опираясь на палку. Эдвард ездил по делам и возвращался не с долгами, а с заказами. Постоялый двор на тракте приносил устойчивые деньги даже в метель. Путник зимой особенно ценит теплый суп и сухую постель. А однажды утром я проснулась и поняла, что не вздрагиваю от звуков шагов за дверью. Это было маленькое чудо. Хотя домовой, конечно, тут же присвоил заслугу себе. «Я ж говорил, хороший засов — половина счастья». А вторая половина? Чтобы рядом человек был не дурак. Ты что, и правда доволен? Я в восторге. Дом жив, хозяйство растет, муж твой не гад. Красота! И ты перестала шипеть по ночам. Я шипела по ночам? Еще как. Иногда даже имена, правда, непонятные. Неужели я говорила во сне о прежней жизни? А что за имена? Спросила я. Да разные, не местные. Я не запоминаю, чтобы тебя потом не будить и не делать грустной. Спасибо. Ты это, не привыкай. Я просто добрый был с похмелья. У домовых бывает похмелье? От людских чувств еще какое. Я засмеялась. А в тот же вечер Ириан вошел ко мне с расчетами и внезапно осекся. «Что?» — просила я. «Вы смеетесь?» «Представьте себе». «Раньше было реже». «Значит, раньше было меньше поводов». Он положил бумаги и вдруг не ушел сразу, как обычно, а остался стоять рядом. Я подняла голову. «Лина, я не хочу торопить то, что между нами растет. Но хочу, чтобы вы знали, для меня это уже давно не только договор». «Для меня тоже», — сказала я. «Но я медленная». «Вы не медленная. Вы просто 10 раз проверите мост, прежде чем идти». «И вас это не раздражает?» «Иногда. Но жить хочется все равно на вашем берегу». Вот после таких фраз и пропадают женщины. Я встала и подошла ближе. «Только без красивости», — предупредила я. «Поздно. Одну я уже сказал». Это была последняя. «Как прикажете». И я сама поцеловала его первая, потому что некоторые вещи, как выяснилось, приятно выбирать самой. Из-за печки донеслось демонстративное покашливание. «Я, между прочим, тут», — сообщил домовой. Мы отпрянули друг от друга. «Вон», — сказала я. «А вот и не вон. Это и мой дом тоже». «Нор!» «Ладно, никакой благодарности старому хранителю очага». Эпилог.
Весной дом пах яблоневым цветом, свежими досками и хлебом. Я шла через двор и ловила себя на том, что знаю каждый звук этого места не как служащая, а как хозяйка судьбы. Не всего мира нет, только своей жизни. И этого было более чем достаточно. Постоялый двор стоял крепко, прачечная работала, сыры уже ждали купцов. Эдвар уехал в город по делам и вернулся с новыми заказами и без единого карточного долга. Риан вышел мне навстречу от амбара и спросил: «Устала?» «Нет», — ответила я. «Тогда вечером пройдемся к пруду». «Ну, если дом не рухнет без меня». «Не рухнет. У него хороший домовой». Из-под телеги высунулся Нор. «Во-первых, лучший. Во-вторых, я все слышу. А в-третьих, кто опять оставил мешок с мукой у сырого угла? Вы совсем без меня пропадете». «Ты невыносим», — сказала я. «А то!» Он подошел ближе, задрал голову и прищурился. «Ну что, Линка, довольна?» Я посмотрела вокруг. На людей, на дом, на мужчину, рядом с которым мне не надо было становиться меньше ростом. «Да», — сказала я, — «довольно». «То-то же! Я ж сразу говорил, из тебя выйдет толк. Ты говорил, что я дура трудолюбивая. Одно другому не мешает». Я рассмеялась. И в этот смех, теплый, свободный, вместилось все, чего у меня когда-то не было. Дом, дело, выбор, покой без пустоты и любовь без клетки. Иногда судьба и правда дает второй шанс. Только брать его все равно приходится своими руками. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!